Сегодняшнее мое послание будет понятно очень немногим. Господь Шива, 19 декабря 2021 года. Я есмь Шива. Я пришел. Сегодня я готов к серьезному разговору. И я отчетливо понимаю, что то, о чем я сегодня буду говорить, поймут немногие, даже среди тех, кто много лет читает наши послания. Итак, известно, что все во Вселенной существует благодаря божественной энергии. Божественная энергия пронизывает все творение и поддерживает его существование. Когда божественная энергия уходит, все рассыпается, потому что нет того, что скрепляет материю. В ваш мир божественная энергия поступает через чакры светоносцев и далее распределяется по всему физическому миру, поддерживая его существование. Мы говорили о том, что сейчас Земля переживает критическое, переломное время. Для успешного прохождения переходного периода в воплощение были посланы лучшие представители человечества. Мы говорили о 144 тысячах человеческих индивидуумов, готовых в своем потенциале стать Христосуществами. Так и было к тому моменту времени, когда мы стали работать через нашего посланника Татьяну. С помощью наших посланий и находящихся в воплощении светоносцев мы планировали осуществить быстрое и безболезненное божественное преобразование на планете. Однако дальше произошло незапланированное. Светоносцы читали наши послания, слушали нашего посланника, но не следовали тому, что мы рекомендовали. Были даны сотни рекомендаций и советов через наши послания и нашего посланника. Практически все они были проигнорированы большинством светоносцев. Что это означает? После каждого неверного выбора чакры слегка закрываются, что сокращает поток божественной энергии, поступающий в ваш мир. За 18 лет, в течение которых была открыта божественная возможность, действующая через нашего посланника, практически все светоносцы
сделали свои выборы, в том числе окончательный выбор. Чакры светоносцев перестали пропускать в мир божественный свет. Из учения вы знаете, что мир, который не получает божественную энергию, подлежит уничтожению. Поэтому в ближайшее время мир будет рушиться. Конечно, в воплощении еще остались отдельные индивидуумы, в ком теплится божественная искра. Однако таких индивидуумов ничтожно мало. По мере того, как светоносцы делали свои выборы, и их чакры закрывались одна за другой, они теряли дар развлечения и другие божественные качества. Им начало казаться, что божественная истина есть и там, и чтение наших посланий перестало приносить им удовлетворение и энергию, так как атрофировались органы, которые воспринимали наши энергии. Невозможность усвоить наши энергии привела к недостатку сил, депрессии, отсутствию желания жить. Светоносцы стали пассивны и подвержены внешним разрушающим психику воздействиям и внушениям. Очень многие согласились на изменение своей божественной сути, пройдя процедуру так называемых прививок. Фактически это явилось отказом от данного Богом образа, согласием на изменение структуры ДНК, отказом от божественного кода. Люди добровольно отказались от подобия Богу. Вслед за смертью души приходит смерть физического тела. Сначала люди отказываются от божественных качеств, предают нас, наше учение и нашего посланника. Потом закрываются чакры, и наступает смерть души. Затем планетой овладевают противоположные силы, работа которых заключается в уничтожении непригодного к божественной эволюции человечества. Применяются самые изощренные методы. Через пищу, воздух, воду тело насыщается вредными веществами, которые окончательно разрушают энергетическую структуру человека. Воздействие различными излучениями делает невозможным функционирование системы чакр даже у тех людей, у которых чакры были приоткрыты. Мир все более и более отрывается от божественной энергии и все ближе и ближе приближается к полному разрушению. Причина в выборе светоносцев. 144 тысяч светоносцев, которые призваны были стать христосуществами, но из-за неверных выборов утеряли свою божественность и перестали выполнять свою функцию – проводить в мир божественную энергию.
Они утратили развлечения и встали на путь предательства, сплетен, манипулирования, лжи, обмана, мошенничества и воровства. Есть ли выход? И что делать тем, кто еще не утратил искру Божью? Так как энергетическая система у большинства светоносцев разрушена, то нет возможности действовать на тонком плане. Битва на тонком плане проиграна. Остается действовать на физическом плане. Вы не можете применять принцип ненасилия, так как у вас нет для этого необходимой силы духа. Мир ожидают слепые братоубийственные войны. Однако ведение справедливых войн с целью защиты своей земли, своей семьи, своего дома может открыть путь. Я очень хорошо понимаю, что в отсутствии развлечения, интуиции и других божественных качеств очень трудно делать правильные выборы и двигаться в верном направлении. Остается надеяться на память и двигаться по памяти, на ощупь, угадывая верное направление. Требуется из человекоподобного существа вернуться к человеческому облику, вернуть себе интеллект и его качество критического мышления, свободомыслия, ясного мышления и независимости мышления. Вернуть в жизнь нравственность и житие по совести. Вспомнить заповеди, данные пророками и посланниками. Вернуть красоту во все проявления жизни. Вспомнить правильные образцы музыки, архитектуры, живописи. Вернуться на божественный путь развития будет нелегко. Однако возможно для тех, кто желает сохранить душу и быть с Богом. Возлюбленный Альфа, который дал божественную возможность этому посланнику Татьяне 18 лет назад, на рубеже 2002-2003 годов, просил меня сообщить вам о том, что он забирает божественную возможность. За 18 лет полтора 12-летнего цикла ни одна из наших инициатив не была осуществлена светоносцами. То, что не используется, забирается. Сегодняшнее мое послание будет понятно очень немногим из тех, кто читает наши послания. И совершенно непонятно тем, кто еще не приступал к чтению наших посланий. Впрочем, в настоящее время лишь 1 человек из 100, которые приступают к чтению наших посланий, способен дочитать их до конца. Люди разучаются читать, и, следовательно, они разучаются мыслить. И, следовательно, они перестают быть
людьми. Но это был ваш собственный выбор, сделанный в соответствии со свободной волей. Я прощаюсь с вами. Я есмь Шива.